Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Сегодня я буду играть на охотниках, потому что в комментариях меня просили: Санечка, ну что, пора обновить билд охотников. И сразу вам хочу сказать, мне так разрекламировали этих охотников, что просто челюсть отвисла. Вдруг чего, это моя не первая игра, когда я пытаюсь записать охотников. Это моя игра уже неизвестно какая, потому что я пытаюсь охотника записать несколько дней. Несмотря на то, что я там несколько дней отдыхал, я в это время пытался немножко поигрывать там и записать контент на охотника. Так, знаете, особо не парясь. Вот. И за сегодня это моя, наверное, игра третья, либо четвертая, не знаю. Короче, долгая игра. Назову это так. Долгая игра. Не, долгая игра это как-то не очень. А как же правильно тогда назвать? Короче, боль и унижение это не игры были. И я надеюсь, что сейчас мне хотя бы фортанет. Я спокойно смогу на охотниках хотя бы зайти в топ-3. И скажу так, я где-то игр, наверное, 5 сыграл, может быть больше. И пытался охотников все это время записать разными способами. Ну, ребят, полнейшая это шляпа и дичь, потому что есть намного проще сборки, намного более рабочие сборки, те же самые воины намного проще будут, те же самые инсеки намного проще, те же самые шаманы намного проще, плюс есть убийцы, которыми намного проще играть. Ну, короче, есть куча билдов, которые намного проще играются и намного более стабильные, нежели эти охотники. Ну, об этом мы сейчас продолжим. А так, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свои лайки, подписаться, кто вдруг этого не сделал. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у нас там появляется QR-код. Ну, а кто может стать спонсором, то тоже милости прошу к нашему шалашу. Вот. Вот. Все. Надеюсь, ничего не забыл сказать. Можно было бы сейчас взять пакт мертвецов и попробовать там, знаете, Муэрту найти, Траксу найти, оленя найти. Но на самом деле я думаю, что это излишне, поэтому я возьму масочку. Мне кажется, масочка будет намного профитнее. Было бы классно, если бы мне сейчас гоблины-мехи выпали ранее, чтобы я мог халявные роллы получать. И вообще себя чувствую припеваючи. Просто ролиться, просто собирать себе нужные фигуры в 3 звезды. Вы спросите, кто сейчас в охотниках керри? И я вам отвечу, есть 2 керри. Это снайпер и это, соответственно, медуза. Все, больше нету, и все. Ну, может, каким-то чудом вы можете попробовать собрать Муэрту. Что, в принципе, тоже, кстати, неплохо будет, если соберете ее довольно-таки быстро в 3 звезды, каким-то чудом, неизвестно мне. Соберете в 3 звезды, то в принципе, Муэрта может быть прекрасным керри. Классный тинкер у меня, 3 ракетки в одного героя лоу хпшного. Просто лучший тинкер. Ну, это чисто мой дефолтный тинкер, отвечаю. Мудила. Вот. Что еще хотел сказать? Если вы захотите поиграть на охотниках, я как бы вас останавливать не буду. Но единственное, что я хочу вас предупредить, это то, что готовьтесь. Вазелин вам понадобится. Понадобится, потому что ту боль и унижение, которое вы получите, это просто нечто. Вот серьезно, эмоции незабываемые. Я, если что, пытался по-разному. Если кто-то там напишет мне в комментариях о том, что типа, Сань, ты просто неправильно собирал охотников, либо тому подобное, может быть, я спорить не буду, но я пробовал по-разному. Я и через аптечку пытался собрать, и Тайдуха был в билде, даже Дюк был охотником. То есть много каким способом я пытался собрать этих охотников. Я многими способами собирал их еще через... Не через аптечку, а через 6-й уровень. Вот это вот формулировка фразы. Многими способами. Да. Вы... 3 панды уже? Серьезно? И мой любимый генеральчик у тебя. Вопросов нет. Я, если что, ребят, буду сейчас там, знаете, довольно-таки много сумбурных мыслей пускать, по той лишь причине, что я за сегодня уже не первый раз играю. Я уже, если честно, задолбался. Конкретно задолбался по полной программе. Я не знаю, по моему выражению лица, либо просто по лицу видно, наверное, насколько я устал. Просто насколько я истощен. Насколько силы меня покинули. Поэтому мне, если честно, даже впадло сейчас особо разговаривать. Но как бы контента лишать вас тоже не хочется. Поэтому вот. Вот. Неплохо. Неплохо.
Можно гоблинов поставить, если добавить БХ. Так вот, я пытался на 6 уровне собирать себе 3-звездочных охотников. И делал там снайпера, делал себе орка-охотника. Кстати, а кого я могу заблокировать, чтобы было побольше? По-моему, если не ошибаюсь, это убийца, да? Так, 3 убийцы, да-да-да. Все четко. 3 убийц будем блокировать. Наверное. Не знаю. Но план пока таков. Я хочу взять 6. На 6 на роли себе снайперов 3 звезды, потому что, как по мне, это самая рабочая схема. Если нет аптечки, то мы берем 6, собираем себе снайпера, орка-охотника. Ну, можно ВР-ку, конечно, сверху. Короче, там уже кто будет идти. А так, самое главное, 2 героев найти. Это снайперов 3 звезды и орка-охотников 3 звезды. Чтобы он суммонил кабанчика, кабанчик будет агрить и наносить чистый урон. Вот такой вот у меня план. Ну, а снайпер сам по себе просто имеет прикольную анимацию полета снарядов. Ее нет. И можно эту схему немножечко обузить. Если это можно назвать обузом. Там, короче, когда вы 9 охотников соберете, там снайпер превращается в турель, потому что 100% дополнительная тычка будет лететь. Они же еще изменили то, что скорость полета снарядов сейчас выше, и там просто... Такой расстрел. Еще, кстати, губу прикусил. Причем жестко губу прикусил. Кусок губы откусил. Вкусно. Ням-ням. Нями-нями. Все, фляга течет, ребят. Фляга течет по полной программе. Ай. А как тут фляга не потечет? Как? О, собака. Ну, на самом деле, типа то, что они собаку запихнули в охотники. Это удивительно, зачем они в охотники ее запихнули. Но теперь намного проще собирать 9 охотников. Тебе не надо по-любому искать там нежить. Не надо как-то извращаться. Ну, короче, более-менее неплохо, на самом деле. Маги собираются, еще одни охотники собираются, воин собирается. Если там будет толковый воин, помянем, ребят. Помянем, потому что меня просто и в хвост и в гриву вынесут. Ну, это если толковый воин будет. Вы хотя бы скажете, типа, в смысле воин? Ну, типа, у тебя ж охотники дают минус 15 брони, а когда ты 9 собираешь, то, соответственно, еще и отталкивание. И ты такой думаешь, ну, в принципе, логика в словах имеется. Но мы ж не забываем, что воины бустятся еще с помощью брони. Если там толковый воин себе просто найдет кирасу, найдет себе щит 3-го тира, щит 2-го тира, броню 1-го тира, и все. И ты просто своими охотниками ничего не сможешь сделать. Ты сам себя снесешь. Все. Плюс удвоение брони как бы есть. Ну, шутка для тебя какая-то. Ладно, я не вижу смыслов, если честно, сейчас от этих ребят. Куда мне эту маску припихнуть теперь? Она припихнув БХ. Я просто реально не знаю, в кого лучше припихнуть. И вот я сейчас, честно, если так задумался, а чё как бы мне сейчас делать-то? Реально на 6 ролится. Двойные мобы. Ладно, реликвию талантов беру. Реликвия талантов — это очень сильный предмет. Ой, предмет. Реликвия. Все. Заговариваюсь по полной программе. Надо будет еще, скорее всего, найти жетон отступника. Потому что там охотник собирается. И он бы мне как бы пригодился. А вот против воина надо будет минус броню собирать. Предмет 1-го тира. Дезолятор 3-го тира. Возможно, кирасу придется найти. Ну, короче, придется, наверное, повыкручиваться. Но посмотрим. И знаете, как назло, я вот сколько игр играл, никто охотников не собирал. Вот серьезно, никто на охотниках. Ни одна живая душа не играла на охотниках. Ни одна. Как, вот, я не знаю, как это работает, отвечаю. Как только я на чем-то планирую играть, типочки собирают охотников. Ну, или ту сборку, которую я планирую собрать, они ее начинают собирать. Как это работает?
Может мне кто-то, ну, это объяснить, как это работает? Почему они мне руинят? Ну вот серьезно. Я сколько играл на охотниках, никто не играл целенаправленно. Вот тип просто берет в моменте, собирает охотников и чилит. Не, на самом деле, в действительности на охотниках очень тяжело играть. Как ни крути, очень тяжело на охотниках играть. Есть намного более рабочие сборки, чем вот эти вот охотники. Слишком до хрена надо, слишком в тему все надо, и слишком все, чтобы гладко и без задоринки все прошло. Да, типа минус 15 брони это прикольно на старте. Но это как бы и все. Так, масочку снайпера закинем, чтобы он не кидал свою ультуху. Хотя, на самом деле, ультуха довольно-таки неплохо заряжает по урону. Плюс, по минус броне, если залетит, то там нормальная такая сумма в моменте может вылететь. Вообще, на старте, типа, можно использовать 6 охотников. Если тебе рано пришли 6 охотников, то ты можешь на них играть спокойно, причем можешь играть. И эта ошибка явно не будет. Минус 15 брони. С предметом первого тира, то там вообще минус 20 брони. Если тебе пришел стол крепкий, то вообще прекрасно. Вот, допустим, там собака в 2 звезды, орк-охотник в 2 звезды, это уже хорошая стенка. И плюс Кири еще есть. Вот меня аннигилировали, просто один Марс меня законтрил. Один чертов Марс меня законтрил. Да. Вообще, можно будет попробовать сборку как-то сделать. Это 6 охотников плюс 6 зверей. Как раз сейчас собака зверем, собака охотником стал. Можно будет прям попробовать такую как-то сборочку. Но это так упарываться надо, если честно, это очень сложно. Меня гребаные инсики с шаманами просто задолбали выносить уже на этих охотниках. Серьезно. Вот сколько играл, у меня тупо инсеки шамана, инсеки шамана, инсеки шамана. Как не инсек шаманом, так обалденный воин. Меня просто. Ну, в принципе, все. По предметам, что я хочу, да? Ну, хочу предмет минус броню первого тира, минус броню третьего тира. Кирасу хочется, конечно же. Ну, в орка-охотника закину. Чтобы давал ауру брони и минус брони. И находился непосредственно на линии соприкосновения. Так, поехали ролиться. Так, хорошо. Выдру, кстати, надо тоже пособирать будет. Ну, я ее в 3 звезды собирать, скорее всего, не буду. Я буду собирать снайпера, орка-охотника и собаку. Все. Вот этих вот ребят я буду собирать. Остальных, я думаю, не стоит. Есть... Ну да, наверное, все-таки мне стоит собрать все. Ну, просто ролиться, честно, да, и будет собирать в 3 звезды фигуры. А потом тупо идти с этими фигурами в уровень и хорошо себя чувствует. Убить заблокировал, потому что там наиболее количество фигур во втором тире находится. Плюс в дальнейшем они мне мешать не будут. Вампиризм классно, но я возьму кристальчик. Кристальчик возьму, чтобы потом предметы понаходить. Еще и медуза пришла вообще четко. Есть еще, конечно, одна такая проблема неприятная. Когда вы играете через Кири медузу и закидываете гномью брошку, вы добавляете ей дальность. Но есть один тупой момент, которого просто разработчик... За это я просто руки разработчикам целовал. То есть вы добавите сейчас дальность атаки медузы с помощью этой брошки, да, и вы такие думаете: о, да ни хрена себе, я четкий парень. А вы знаете, как по факту это будет? Массовая атака не увеличится, она будет вот эти в радиусе 300. Как разработчики это делали, я, если честно, в душе не чаю. У меня, ну, припекает иногда от такой темы. То есть, твоя дальность атаки повышается, а вот дальность атаки твоей массовой тычек от медузы не повышается. Плюс, твоя массовая атака теперь не хилится от маски 5-го тира. Это вообще гениально, я считаю.
Ну, как-то так. Все, в принципе. Повысказывался чуть-чуть. Чуть-чуть повысказывался. И если вы скажете... Кстати, это, наверное, один-единственный билд, в котором кулон плюс посох третьего тира смотрится ужасно. Потому что ты охотников собираешь ради чего? Ради минус брони и, соответственно, дополнительной тычки. Типа дополнительная тычка окей, а вот минус броня как состыкуется с кулонами посохом? А никак. Вот это, кстати, я же говорю, единственный билд, наверное, который не хочет иметь кулон плюс посох. Мне еще БХ не обузится. Ладно, так сделаю. Хотя надо было Мирану продать. Ну ладно, пофиг. Пофиг плюс пофиг. Там Аганим уже найден. Укунки. А еще, кстати, массовая тычка медузы не имеет модификаторов в целом. Это такой бред. Серьезно? Я таким столом забрал винстрик? Охренеть. Ребят, открываем шампусик. Это имбово. Это очень имбово. Сейчас ВРку в 3 звезды, походу, соберу рано. Прикиньте. Ладно, на. ВРка в 3 звезды, добрый вечер. Пойдет. Так, предметы закидываем, ману оставляем, тебе кристаллик закидываем. Куда мне эту маску запихнуть? Ну ладно, пусть будет. Что-то я еще хотел рассказать. Ну вот помимо того, что модификаторы атаки не работают, то есть вообще на модификаторы атаки не работают на массовую тычку. Это такой бред. И это считается герой 4-го тира. Просто гении. Как таких разработчиков назвать? Без понятия. Так, ну я хочу найти хотя бы урока охотника еще и тупо пойти в уровень дальше. Потому что снайпер, как вы видите, он мне вообще не идет. Мне так не хочется в бруду закидывать эту маску, потому что, ну, полезная способность у бруды. Да. Надо перековать будет. Короче, к чему я веду по поводу охотников? Ребят, не надо играть на них. Типа, если по фанчику хотите себе там пострадать чуть-чуть, то играйте. А если вы все-таки хотите как-то на более лайтовой сборке, то это не охотники. Охотники это шляпа. Болезненная шляпа причем. Кес порвал просто. Хорошо, а медуза-то хорошо идет. Очень даже хорошо. Мне нравится. На 6-м уровне она мне так сыпется. Идеально. Так вот. Чё только что прожал? Я же БХ продал. А я БХ продал по какой причине? Я подумал, что, если честно, что я сейчас проиграю, а по итогу собака догрызла этого Кеза. Чисто за штанину. И разорвала. Или жопу так разорвала. Ой. Ну, вы поняли. Мне бы хотелось, конечно, тоже гномя брошку. Гномя брошка будет посильнее. Но пик моей силы начнется, когда у меня будет 9 охотников. Тогда игра заиграет иными красками. Тогда будет хорошо. Также тон отступника выпал прекрасно. Против охотника вражеского. Четко. Двойные мобы сюда. Яйцо. Замечательно. Но я как бы попробовал паролить. Снайпер не идет вообще.
Хрень полнейшая. То, что на снайпер мне не идет, это реально хрень полнейшая. Криты первого тира берем. Криты, кстати, первого тира имбово смотрится на охотниках. Я вот даже, если честно, даже по предметам не особо могу вам подсказать-то. Ну, надо... Вот сейчас эта игра максимально ситуативная будет. Вот что будет приходить, соответственно, от того мы будем отталкиваться. Но единственное, что я хочу сказать, это предмет первого тира, предмет третьего тира, который дает минус броню, и кираса пятого тира. В 90% случаев будут для вас обязательны. А дальше нужно по ситуации смотреть. Где криты докинуть, где маска нужна будет, где молнии нужны будут. Но молнии, скорее всего, и так надо будет, потому что это все-таки как-никак скорость атаки, дополнительный урон. А так как тычки двойные у вас, когда вы 9 охотников соберете, то они по-любому нужны. Где антиконтроль надо там в виде БКБ, где МКБ вообще, кстати, не надо. Ну, типа, если выпало, можно брать, а так МКБ не надо, потому что вы вообще не боитесь никаких дебафов на мессы, эльфов никаких. Потому что у вас есть постоянная 100% тычка, в которую вы всегда попадаете, потому что у вас 6 охотников. О, кстати, инсек. Ну, там инсек какой-то слабоватый, если честно. Я думаю, его снесут быстрее. Да, там снесут инсека этого. Он очень бедный. Он очень бедный. Так, здорово, охотник. Но мне кажется, я проиграю. Да, медузу мою схавали. Мерзости. И Марс меня снова законтрил. Меня просто душанул Марс. Да. Та не. Это какой-то прикол. Мне медуза идет на 6 уровне. Что? Как это? Жесть. Честно говоря, я в шоке. Не, ну это хорошо, то, что мне так медуза идет. Может, я соберу ее в 3 звезды и мы прям начнем разваливать. Медузу уже в текущем патче порезали. Ей сделали меньшую дальность атаки. И это бред. У нее просто дальность атаки 300. Дальность атаки 300. Я просто вот смотрю как бы на этот патч. И не понимаю, каким образом они занерфили медузу. Зачем? Чем вам была медуза плоха? Ее бафать надо, а не нерфить. Они берут ее нерфят. Я вот реально не знаю, разработчик, наверное, как-то в одной катке попался против медузы. Медуза там была лютая и жесткая, потому что идеально пришла рана в 3 звезды, там, не знаю, раунд 15, и медуза в 3 звезды с идеальными шмотками. Он такой, нерф. Меня просто, если честно, разрывает от таких патчей. Ну, я думаю, вы это и сами прекрасно видите. Меня просто горит. Меня горит задница. Она прям полыхает от таких патчей. Я, кстати, не знаю, почему чел до сих пор все 9 охотников не закрывает. Вообще тут есть Тайдуха, есть Дюк. И это приятно. Почему чел на первом месте не закрывает себе 9 охотников? У него 93 хп, он не хочет закрыть себе 9 охотников. И, кстати, я удивлен, что у него 93 хп. Удивлен. Меня сносят, будь здоров. Чел там на 93... Сколько? 93 хп. Сидит. Кайф. Хорошо себя чувствует. Ладно, все, пожаловались. Теперь давайте серьезно. Я на самом деле удивлен, что здесь очень слабые пока что игроки. Ну, я думаю, двойных мобов 100% нужно активировать. Я как открываю радиус атаки, у меня просто челюсть отвисает. 320. 320. Мать его за ногу. 320. Ладно. Ладно.
Не, хорошо, что здесь есть Тайд и Дюк в виде охотника. 2 контроля. Какие-никакие. Так, мифриловый. Надо рандомить, потому что там еще и маг есть. Понял. Понял, спасибо. Маг Дев прям шикарный. Мне нравится. Я думаю, это лучший магический дев. Так, все это мы скипаем. Вот это скипаем. Криты, бессмертие. Бессмертие это полная шляпа. Аганим неплохо, но у меня нету тайдухи. Был бы у меня тайдуха в 2 звезды, я 100% брал бы аганим, а так я беру криты. Ну, а... Бессмертие реально шляпа, потому что, типа, даже если оно сработает, на вас будут висеть все дебафы. И толку от этого бессмертия 0,0. Обидно, что мне зимние объятия выпали. Я надеялся, что мне шарбезна выпадет, потому что там маги есть. Будет довольно-таки неприятно против мага. Блин, надо будет разорчика как-то записать. А ну, ребята, напишите в комментарии, вы хотите увидеть разора под агром? Как он вам будет? Но 200. Но 1800. Чисто такого отцовского леща. Короче, в комментариях максимальный фидбэк по поводу разора. Хотите вы увидеть такого жесткого разора в моем исполнении под агром? Все как надо. Мне просто он, знаете, понравился тем, что когда он под агром, там... Ого! Ничего себе ты огромный. Огромный разорчик там у него. Мне понравился такой разор тем, что под агром у него как-то, ну, багуется, что ли, анимация, то ли что. У него, короче, там миллиард молний запускается, когда у тебя откатывается способность. Короче, все, фидбэк. Фидбэк. Стоит ли мне страдать и искать? Или не стоит страдать и искать? Все зависит от вас, поэтому давайте. Я вас верю. Верю в силу интернета. Каким чудом этого типа снес на генерале? Надо ролить. Надо шарбезны искать вообще против мага. Ты предмет 5 тира мне надо. Но я очень сильно опасаюсь этого мага. Я бы такой, чтобы шарбезны поискать. Хотя ладно, предмет 5 тира поищу. Молнии, хекс. Беру молнии, естественно. Молнии нужны. Скорость атаки никогда лишней не будет. 9 охотников поставлю, так там вообще будет ра-та-та-та-та. Ну вон, смотрите, что разор творит. Что это, блин? Что это было? Вы видели это? Просто жестяк. И вот я хочу попробовать такого разора собрать, поэтому мне нужен ваш фидбэк. Там просто за секунду миллиард способностей полетело вверх. Я, кстати, выйду из экономики и поставлю себе 9 охотников. Двойная тычка, я думаю, я правильно сейчас поступил. Лишним не будет, причем сейчас будет раунд с мобами, я себе бабки верну. Чисто такой кэшбэк на счет капнет. Капнет кэш. Четыре духа там. С разором в 3 звезды. Просто жестокий разор. Как же ты жесток. Бэм, бэм. Нет, не бей. На самом деле, я сейчас показываю, наверное, самый лучший результат за несколько дней. Серьезно.
самый лучший результат за эти несколько дней. Сколько я играю на охотниках, вот это вот, наверное, сейчас самый лучший результат, что я более-менее себя хорошо чувствую. 37 хп, 5 винстрик, стол более-менее хороший. Ну и на самом деле у меня противники такие, ну, не суперсильные, я бы даже сказал слабоватые. Кстати, на молнии что-то протупил. Надо молнии было в ворка охотника закинуть. Че, посмотрим, что за реликвия выпадет. Будет классно, если Мора выпадет. Ай-яй-яй-яй, Мамура. Четко, успел. Четко. Возможно, у меня получится собрать раннюю медузу в 3 звезды. Соберу раннюю медузу в 3 звезды, будет вообще шикарно. Медальончик еще упал, 10 из 10. Там была отмотка времени, и я на самом деле очень сильно хотел отмотку времени, но я так посчитал то, что я могу не дожить до той стадии, потому что, ну как-никак, там есть огромнейший чел на магах, а как вы видели, он мне кабину нормально так сносил. И типа из-за того, что там есть огромнейший чел на магах, я не особо как бы хотел... Ну, я хотел, очень хотел. О, неправильно выразился, я очень хотел отмотку времени взять и заабузить двойных мобов, потому что, ну, типа, 2 дракона, миллиард предметов. Просто жируешь. Но есть вот это вот малюсенькое но, из-за которой я мог тупо не дожить. Ну, точнее, могу тупо не дожить. Не мог, а могу не дожить. Все-таки 37 хп это не так много. А ранняя медуза в 3 звезды поможет. Чисто такая аптечка. Чисто аэродроп. А, ну 42 хп. Хотя, может, и стоило все-таки взять двойных мобов, не париться. На 35-м взять просто талант на яйца. Сролиться и собрать себе в 3 звезды медузу. А ну-ка, давайте так. В комментариях напишите, совершил ли я ошибку, или все-таки не совершил ошибку, и я поступил правильно сейчас, что именно Мамору выбрал. Вы знаете, что сейчас обидно, что если за эти несколько раундов до 35-го мне медуза не придет одна, чтоб я ее с помощью яйца апнул в 3 звезды. Какой трешняк. Ну, хотя бы медуза пришла. Ну какой же это трешняк. Чел даже продохнуть мне не дал. Аннигилировал своим разором. Но что-то есть подозрение, что я все-таки совершил ошибку, то, что не взял двойных мобов через отмотку времени. Не знаете, такое плохое предчувствие есть на душе, то, что я совершил именно ошибку, что не взял двойных мобов снова. Не знаю, шар бездны, наверное, поискать стоит. Омник нужен, 2 звезды, Тайдуха нужен. Вообще, в идеале пойти бы в уровень. В идеале пойти бы в уровень. Поставить себе 4 морских сверху и чувствовать себя припеваючи против мага. Так, минус разорчик. Идем потихоньку в уровень. Короче, я немножко в замешательстве. Я считаю, что я 50 на 50 сделал ошибку, то что не нашел, ну, и не взял двойных мобов снова. 50 на 50 считаю. Поэтому давайте, мнение большинства в комментариях. Что думаете вы? Наследие духа огня я не взял. По той лишь причине, что если у меня будет наследие духа огня, ну да, медуза переродится типа сильно, но ее так запинают после этого, потому что вся мощь именно в 9 охотниках. Ну, хотя бы шар бездны выпал. Ну, почти с первого раза, можно сказать. Надо БКБ найти. Что происходит? Просто жесть.
Как он меня стирает в порошок? О, а чё я туплю? Да, нормально я так задумался, какой талант выбрать. А у меня ж реликвия талантов. Нормально, нормально я задумался. Хорош, Санечек, молодец. Сразу видно. Киберкотлета. Каждое свое действие продумывает. Все до мелочей. Мне надо БКБ. Мне надо по-любому БКБ, потому что там тип меня как-то, ну, жестко сносит. Поэтому я надеюсь, что мне сейчас выпадет БКБшка. Быстро, четко и надежно. БКБ дай. БКБ дай. О, нет слов, одни эмоции. Отойду хоть типа можно? Яйцо. Ладно, минус броню возьму. Я вообще не понял, почему вот этот тип, он так странно на охотниках играет. Очень слабо он играет на охотниках. Не понимаю, почему так. Вообще не понимаю. Он очень слабо сыграл на охотниках. Очень. По итогу 9 охотников не поставил. ГГ. Все, забейте. Я проиграл. Один гребаный предмет мне не выпал. Один. Мне нужно было БКБ. Один единственный предмет. БКБ. Все. Он мне не падает. Сказать, что я в шоке, это все равно, что ничего не сказать. Ну, он тупо обледенение, обезрушит инвокера, ветра. Кстати, я не понял, почему по одной тычке наносил только что ВРК? Он же должен гарантированно по 2 кидать тычки. Сейчас что-то не понял. О, Тайдуха. Сюда иди. Ты, конечно, бы мне помог, если был бы в 2 звезды. У него БКБ, кстати, поэтому в Тайдуху нет смысла драконий рог запихивать. А вот окаменение, кстати, работает сквозь БКБ. Медузы. Не знаю, на тебе медальон. Я что-то не понял, а по какой причине реально только что у меня ВРК наносила по одной тычке, а не по 2? Что это за бред был? Сейчас нам будет еще понаблюдать. Всегда должно быть по 2 тычки. Опять тычка, одна тычка. Смотрите за ВРКой, прикол. А, нет, 2 тычки она наносит. Из-за того, что скорость атаки просто плохая, поэтому так оно, ну, кажется, что не наносится. Все-таки наносит 2 тычки, ладно. Ладно. Отставить панику. Вот видите, просто мне сейчас не хватает БКБшки. Если была бы БКБшка, то я бы мог его вынести. Но если каким-то чудом этот раунд переживу, то все будет хорошо. О, там... Забейте, это не переживу. Еще умник, падла, подставляет. Просто подставляет.
Он дает сначала тычку, а потом только кастует свой щит. Гений. Непризнанный гений. Ну вот, почему он... О, щит. О. Ну, обезоружит инвокера, конечно. Мой инвокер пускал бы ЕМП до конца своей жизни. Вражеский же инвокер обезоруж. Сколько там обезоружий прилетело? Не, на самом деле, типа, неплохой результат топ-2. Вообще неплохой результат топ-2. И откровенно говоря, вот без, как бы, каких-то там розовых очков, это, наверное, мой самый лучший результат за несколько дней, то, что я смог достичь на охотниках. Там инвокер с огнивом еще, боже, ты шо? Ну, жесткий тип, очень жесткий тип. Меня законтрил просто в сопли. Но, блин, охотника законтрить, это вообще как два пальца об асфальт. Это еще повезло, что здесь не было нормального воина. Повезло, что не было нормального инсека. Шамана не было, который бы с горном стоял бы, и тебе просто бы вот так вот просто... Ладно, вы поняли. Я не буду, скажем так, сейчас все высказывать, что я думаю по поводу охотников, но... Прочувствуйте этот experience сами. Это незабываемое ощущение. И... Да мне нечего добавить, серьезно. У меня один негатив только насчет охотников. Вам нужно это просто почувствовать сами. Вы все сами прекрасно поймете. Один из самых мертвых билдов. Вот что есть нежить, вот есть теперь охотники. Хоть там и бафнули полет снаряда, но это да все сраки лампочки. Ладно, короче, ребят, напоминаю. Разорчик. Разорчик ждет. Что думаете, пишем в комменты. А так, что думаете в целом по поводу игры, написали в комментариях, соответственно. Поставьте свой лайк, не забудьте. Если кто-то до сих пор не подписался, подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.